Диана Анкудинова «What a Wonderful World». Реакция. Ребята, привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Друзья мои, как же у меня сильно чесались руки поскорее записать реакцию на это видео, но что-то происходило, и я все время не могла записать раньше. Наконец-то после Нового года я уже добралась до этого видео, и сейчас мы с вами его вместе посмотрим. Насладимся подарком от Дианы и Брэндона Стоуна на Новый год для своих зрителей, поклонников, подписчиков. Ребята, песня What a Wonderful World изначально известна исполнением Луи Армстронга. И, конечно же, эту песню с того времени перепевали очень много раз. Это такой, наверное, очень-очень популярный evergreen. И каверов найдете просто миллионное количество. А также эта песня What a Wonderful World уже давно является джазовым стандартом. Очень хочется посмотреть, как Диана исполнит джазовую балладу. Давайте без лишних слов, погнали, смотрим песню What a Wonderful World в исполнении Дианы Анкудиновой и Брэндона Стоуна. Поехали! Дружище, а пока я включаю видео, не забудь подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео от моего канала. I see trees of green, red roses too. О, Господи! Это просто какое-то нереальное звучание. Диана меня все больше и больше этим поражает. Ну, я ожидала, что будет низкий голос. Я сколько раз уже Диану смотрела и всегда поражаюсь. Во-первых, как это все красиво, да, по-зимнему, так все в белом, и белый рояль, пианист красиво играет, вступление. Дианочка красивая в белом костюме, сережки снежные, просто длинные, как снежинки свисают. Снег идет. Ну, просто потрясающе. А потом, когда она начинает петь, я вдруг вспоминаю, что, Господи, это же действительно супер необычный голос. Как она сейчас это все споет? Ну, это удивительно. Вот просто даже интересно, как таким звуком она сейчас споет всю песню. Давайте слушать. Ой, извините, давайте так, если уж мне захотелось сейчас за технические моменты зацепиться. Там был в начале фразы I see them bloom, вот этот I был штробасом. I see them bloom. И в конце легкая вибрато и мелизма. For me and you, and I think to myself. Шикарно, шикарно. Такой шепчущий, теплый, объемный звук. Ну вот, мне кажется, для джазовых баллад лучше тембра быть просто не может. Это сейчас мне напоминает чем-то Сару Вон. Не тембром, не голосом. Голос сам не похож. Именно вот какой-то атмосферой, которую этот голос создает. What a wonderful world. Да, и Диана еще практически не артикулирует слова, то есть произносит она хорошо, то есть как бы, как это называется, фонетически, дикционно все звучит, но вот прямо видно, слышно, как она позиционно все собрала вот в одном месте, да, то есть такого, ну я думаю, что Брэндон Стоун все-таки носитель английского языка, может быть, они еще в этом смысле с Дианой тоже хорошо поработали. И есть вот это ощущение, что она поет более приближенно к звучанию вот этого настоящего языка английского носителя. I see skies of blue and clouds of white. Да, и еще, ребята, хочу сказать, что здесь пока что Диана поет таким приемом, субтоном, голос, как бы, ну, то есть в полголоса, можно сказать, вот в таком ключе, таким звуком, это логично, что начинается произведение, да, то есть, как правило, голос к концу произведения начинает уже наращивать, так скажем, энергетические обороты, да, и артист начинает ближе к концу уже раскрываться полностью голосово, а в начале это всегда такое теплое, мягкое звучание, легкое,
и такой, знаете, как будто бы построение, что ли. То есть все начинается с малого, чтобы потом во что-то вылиться. Или, как, не знаю, снежный ком, да. Сначала маленький комочек, потом он вырастает все большим объемом, большей силой, наверное, да. То есть начинается все всегда с какого-то зернышка. И вот сейчас Диана пользуется субтоном для этой краски. The brightest day, the dark secret night. Прямо видно, как Диана поработала с Брэндоном Стоуном над произношением английского языка. Просто я уже много песен слышала, как Диана поет на английском, но такое шикарное сейчас произношение, вот как это фирменно звучит, это вообще не отличить от исполнения какой-нибудь американской классной певицы известной. То есть все-таки работа с профессионалом, она дает о себе знать тоже. У нее и раньше было хорошее произношение, но сейчас оно стало еще лучше. And I think to myself, what a wonderful world. Брэндон Стоун такой интересный человек, когда играется, ну, понятно, что в своих мыслях, что там, да, в музыке находится, как смотрит на камеру, сразу улыбается. Такой. Интересно. А как они, кстати, общаются? Брэндон Стоун знает русский язык или они на английском общаются? Вот интересно. Наверное, Брэндон Стоун знает русский язык, я так предполагаю. Ну, либо так хорошо знает язык Диана, что они могут общаться. Вы знаете, ребят, хотя язык музыки, он все-таки общий для всех, и, может быть, музыкантам чуть проще общаться, чем другим людям. Потому что бывает такое, что через музыку мы понимаем иностранцев лучше. Ну вот у меня такое ощущение всегда было. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Фуф, шикарно, ребята. Какой классный тембр. Вот реально, как мне нравится. И вот это в сочетании, вот этот вот широкий тембр с этой песней и с этим хорошим произношением, такое приятное впечатление. Эту песню я сама миллион раз пела, там 2 миллиона раз слушала, или, ну, преувеличиваю, конечно, но тем не менее, для меня эта песня, вот, ну, я ее наизусть знаю. И в этом исполнении я сейчас слушаю, и мне, вот знаете, вот интересно послушать в миллион первый раз, как это будет у Дианы. И сейчас Диана перешла уже в бридже на такой больше соульную подачу. Если вначале была баллада джазовая, то сейчас уже мы слышим ритм, слышим даже где-то какой-то ритм легкий, ну, чуть-чуть R&B, в сторону R&B уходит, да, более современные стили. Friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. Какая-то, конечно, очень удобная тональность для Дианы, для ее именно голоса, для вот именно этой краски, которую она использует так много. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever know. Мне кажется, иностранцы очень сильно бы оценили пение вот Дианы в этом стиле. Вот у меня достаточно много зрителей на моем канале, которые англоязычные носители, и они прямо очень любят, как Диана поет на английском. И я совершенно с ними согласна, потрясающе. И как это все вот стильно, да, то есть она, в принципе, и вот сейчас вот пользуется только лишь одной такой естественной краской, такая субтоновость, и при этом слышите, как у нее стало лучше, хотя это и всегда было хорошо, как у нее красиво и мелко и виртуозно звучат мелизмы, то есть это такая вот мелкая техника, что мы называем, да.
А вот здесь вот было сейчас достаточно много носового резонатора. Вот как бы чуть-чуть бы еще больше, и уже бы был такой слегка гнусавый звук. Но это неплохо. То есть Диана, она очень вообще, в принципе, много использует гайморовых звуков. То есть носовой резонатор очень сильно у нее задействован. Но в пении на английском языке это совершенно нормально. И, ну, мне, например, это ухо не режет. Кому-то из моих зрителей, которые смотрят мои видео, они говорят, что им не очень нравится этот призвук в голосе. Но это все, видите, дело на любителя. What a wonderful world. Вау! Очень был классный сейчас, ребята, прием, называется глиссандо, либо еще его можно назвать портаменто. Это итальянский термин, да, глиссандо и портаменто, в принципе, это про одно и то же, но портаменто, наверное, мы сейчас просто не употребляем этот термин, хотя он означает то же самое. Портаменто как бы взятие ноты снизу вверх, вот с таким как бы чуть-чуть легким подъездом. А глиссандо это, в принципе, скользящее соединение звуков. То есть скольжение вверх либо вниз. Да? Мы говорим в основном глиссандо, но портаменто тоже подойдет. Свинг начался. Ух ты! А сейчас была на фа-фа импровизация от Дианы. Импровизация фортепианная пошла, да, сначала. Брэндон заиграл в стиле свинг, и вся ритм-группа перестроилась на свинг. Это тоже такой старый джазовый стиль 30-х годов танцевальный. Вот. И, кстати, чем-то даже по голосу сейчас Диана мне напомнила Билли Айлиш. Не знаю, как, есть у вас такое или нет. Вот этой вот теплотой, какой-то близостью, воздухом, объемом. Вот это как-то прямо сейчас мне даже красками напомнило. Классно. Ой, как прикольно, как вкусненько, да? Очень простенькая импровизация, очень такая для нашего понимания легкая. Для джаза это очень простенькая, да, вставочка, но она очень вкусненькая, очень красивая, очень в тему. То есть вот для легкости этой песни она очень подходит. Диана, у нее есть вот это вот ощущение, где, знаете, такое вот не перегрузить музыкальную ткань. Здесь вот она как раз ее только чуть-чуть дополняет, чтобы не разрушить все то, что она вот так вот сейчас до середины уже песни, да, строила своим тембром, своим звуком, своим стилем. Интересно. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. О боже, о боже. Ребята, в этом месте мне прям вообще Билли Айлиш напомнила. Я не знаю, у вас есть такое или нет? Даже голосом, как будто это Билли Айлиш сейчас запела. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было. Может быть, это у них было такое направление, немножко взять вот эти вот краски, да, вот там. Или просто Диана использует ту же самую манеру, что скорее всего, да. Вот я прямо слышу Билли Айлиш голос. Ребята, вы уж меня простите, просто то, что я услышала, я то и говорю. Напишите, ребята, в комментариях, есть ли у вас такое ощущение, что как будто вы вот в этом месте очень сильно похожи на пение Билли. И как Диана еще умеет переключаться из стиля в стиль, да? Так вот, видимо, все очень быстро схватывает. Girls on the faces of people going by. Даже вибрато сейчас было, как у Билли Айлиш. Хотя голос у них, конечно, не похож. Тембрально обычно нет, но манерно, видите, как сейчас очень близко. Даже вибрато, вот это вот такое широкое качание, оно очень похоже. I see friends shaking hands, saying, how do you do? А вот здесь не похоже, здесь уже чисто Диана свое, и даже не могу никого вспомнить, да. Очень красивая интерпретация этой мелодии. И вот интересно, что да, эта песня, вроде бы казалось, песня там 4 минуты будет идти, да, а они уже прошлись по 4 стилям джазовым.
They really say I love you, acid dreams of. Ну вообще, класс. Аранжировка, интерпретация шикарная. Ну, я так предполагаю, что это, конечно, очень такое детальная проработка от Брэндона Стоуна, потому что ну, виден вот этот профессиональный музыкальный подход со стороны именно, да. То есть вот именно выучивание такой интерпретации. Очень классно. Шикарно. Тандем у них просто замечательный. Red roses too. I see them blue. Только Blue немножко сейчас провалилась в плане произношения, а остальное было очень хорошо. И Диана снова переходит на такой очень воздушный, очень субтоновый, да, широкий, объемный звук, звучание. For me and you. И знаете еще, что хочу сказать? Вот умение мелодию очень сильно разнообразить, оттенить, ритмически по-другому повести, мелодически, стиль и манеру каждый раз по-своему, каждый раз немножечко видоизменяя, это как раз и дает ту самую краску ценную, тот самый замысел помогает воспроизвести, что песня не надоедает, что нет ощущения какой-то повторенности, однообразия. Вот в этом и заключается искусство, когда мы смотрим от начала и до конца, и мы не можем оторваться от экрана или от сцены, или еще от чего-нибудь, или от ноутбука. Шикарно. Вау, супер, как классно. And I think to myself, what a wonderful world. Да. И, кстати, вот я тоже еще услышала, что Диана сейчас сильно растет вокально. У нее появляются новые какие-то краски, новые технические моменты, которые раньше не отмечались у меня, которые я раньше даже и не слышала. And I think to myself, what a wonderful world. Ну, это шедеврально. Как я все-таки рвалась скорее посмотреть это видео. Вот я наконец его посмотрела и хочу сказать, что это просто потрясающе. Как это все очень новогодне снято, картинка шикарная. Вот студия, да, где они это все снимают, белый рояль, все такое белое, снежное, новогоднее какое-то. Даже не новогоднее, тут, видите, мы не видим новогодние елки, мы не видим какой-то атрибутики новогодней. Но вот это вот зима, белый цвет, черный цвет, да, такое белое и черное. Очень красиво. В общем-то, сказать, что я в шоке, это ровно ничего не сказать. Это шикарно. Это невероятно. Опять от Дианы просто какой-то сумасшедший подарок. Но не только от Дианы, все-таки Брэндон Стоун, да? Они выступили здесь как бы в тандеме, в дуэте. И очень видно вот эта вот профессиональная работа в тандеме с музыкантом профессиональным, таким шикарным. Вот я, кстати, даже до сих пор, ребята, не знаю этой истории, как Диана познакомилась с Брэндоном Стоуном. Я так предполагаю, что это, скорее всего, произошло во время проекта «Ты супер». Возможно, Брэндон работал на этом проекте на НТВ. Может быть, сейчас продолжает на НТВ как-то работать, да, или что. Я не знаю, честно, не знаю. Поэтому, чтобы я знала, напишите мне об этом в комментариях, если вы что-то об этом знаете. Я, в общем-то, даже не сомневаюсь, что вот этот вот
потрясающий такой музыкальный союз творческий, да, он будет еще дальше развиваться, будет еще что-то невероятное нам показывать. Нас, что, я не знаю, ребята, ну какой еще уровень восторга можно выразить мне? Вот я хочу сказать, что это, наверное, я всегда так говорю, когда смотрю Диану, что это самое лучшее, что я смотрела, что лучше просто быть уже не может. Но каждый раз вот смотрю следующее видео и понимаю, господи, так она еще и так может. И вот это у нее появилось. И здесь Диана, конечно, прогрессирует в своем искусстве семимильными шагами. Я не знаю, куда дальше. Просто не знаю. Пение технических приемов, да, как мелизмов, сколько у нее вибрато появляется. Какой шикарный объемный субтон. Ну, все, конечно, я уже говорила, но, понимаете, искусство в том и искусство, что даже если вы чему-то научились, всегда есть куда стремиться. То есть это может быть более тонко, это может быть более изящно, это может быть более виртуозно в чем-то, да? То есть вот это вот истончение, как бы вот эта вот красота в деталях. То есть вот этих деталей у Дианы в пении появляется все больше и больше, все больше красок. Вот то, к чему мы в искусстве и стремимся. Когда мы чего-то достигли, например, научились просто правильно петь на дыхании, это уже очень много, это уже огромная победа, если мы это умеем делать. Но это еще нельзя назвать искусством, это всего лишь техника. А вот то, что я слышу сейчас у Дианы, это такое, знаете, потрясающее вдохновение, это потрясающая техника, и в итоге это совершенно невероятное, потрясающее искусство. Искусство на высшем уровне. Диана, спасибо огромное. Этот подарок на Новый год, он просто потрясающий. Спасибо Брэндону, что он написал такую шикарную аранжировку этой песни для Дианы. Спасибо, ребята. Спасибо, замечательные артисты. С Новым годом. И творите больше. Мы будем смотреть и наслаждаться. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал и поделиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях. А также приходите на премьеры новых видео. Они бывают в понедельник и в четверг на моем канале. Ну все, мои дорогие друзья, я с вами не прощаюсь. Обязательно еще увидимся.